Всем привет, я Мартин Юман, и сегодня я озвучу для вас видео Панцергренадера. В нем мы рассмотрим старшинство боевых наград Третьего Рейха, чтобы вы могли самостоятельно соотносить престижность и редкость орденов и медалей. Начнем обзор с наименее ценной наградой, которая даже не была боевой и предназначалась для поощрения гражданского населения. Однако она была низшей степенью престижного боевого ордена, поэтому и попала в это видео для полноты картины. Медаль Креста за военные заслуги была введена лично Гитлером 19 августа 1940 года по причине того, что в начальный период Второй мировой было слишком много награждений более высокой степенью ордена Креста за военные заслуги, особенно среди гражданского населения. Гитлер справедливо опасался падения престижа награды и пришел к вполне разумному решению ввести менее ценную медаль. Изначально награда изготавливалась из бронзы, но в ходе войны качество материала ухудшилось, и последние медали имели только бронзовое покрытие. Цвета ленты полностью соответствовали цветам ленты Креста за военные заслуги, только посередине добавлялась узкая красная полоса. Медалью чаще всего награждались рабочие предприятия. Всего было произведено более 4 миллионов награждений. Следующим по престижности знаком отличия была медаль за зимнюю кампанию на Востоке 1941-42 года. Это была строго боевая награда, поэтому неформально ценилась солдатами выше, чем некоторые ордена второго класса. Обладатель медали мог похвастаться тем, что прошел ад Восточного фронта во время самых суровых климатических условий, когда температура опускалась до минус 40 градусов Цельсия. Неудивительно, что многие солдаты получали эту медаль не за участие в боевых действиях, а за серьезные обморожения. Они даже придумали ей меткое название – «мороженое мясо». Сама медаль не носилась в повседневной обстановке, а лишь ее лента, которая продевалась во вторую сверху пуговичную петлицу мундира. По уставу она должна была располагаться под лентами официально более престижных орденов, однако солдаты часто крепили ее выше, на более видном месте, признавая ее более высокую значимость. Солдаты на фронте также шутили, что широкие красные полосы на ленте – это части Красной Армии слева и справа. Узкие белые полосы – это снег, а черная полоса посередине – это дорога Смоленск-Москва. Всего восточной медалью было награждено свыше 3 миллионов военнослужащих. Следующей по старшинству наградой был крест за военные заслуги второго класса. Имел форму мальтийского креста с дубовым венком и свастикой в центре. Выпускался в 2 вариантах – с мечами и без. Орден без мечей был предназначен для награждения лиц, оказавших содействие военным, но непосредственно не принимавших участие в военных действиях. Крестом с мечами награждали, как правило, военнослужащих вспомогательного персонала, которые совершили значимый поступок, но не в непосредственном столкновении с врагом. Орден изготавливался из бронзовых сплавов. Лента имела широкую черную полосу по центру, 2 узкие белые полосы и 2 красные полосы по краям. В повседневной обстановке награда не носилась, лишь ее лента продевалась во вторую сверху пуговичную петлю мундира. Крест за военные заслуги второго класса стал самой массовой наградой Третьего Рейха. Орденом без мечей было награждено почти 1 миллион 600 тысяч человек, а с мечами 6 миллионов 135 тысяч. Среди военнослужащих, получивших более высокие награды, крест за военные заслуги насмешливо называли буфетным орденом или орденом уклонения от службы. Следующей по старшинству наградой был Железный крест второго класса. Имел форму классического германского креста, состоял из железной центральной части, заключенной между 2 сквозными половинками серебряной рамки из Нейзельбера. Железный крест второго класса был самой низшей степенью семейства железных крестов, однако для его получения требовалось совершить значимый поступок в боевой обстановке. Как и предыдущие боевые награды, орден не носился в повседневной обстановке, а лишь его лента продевалась во вторую сверху пуговичную петлю мундира. Лента Железного креста должна была размещаться поверх лент других наград.
Цвета ленты были такими же, как у креста за военные заслуги, только инвертированные. По центру красный, по краям черный. Сам орден носился только в день награждения или в торжественной обстановке. Его кавалерами стало около 2,5 миллионов человек, в том числе 39 женщин. Следующей наградой в иерархии орденов Третьего Рейха был крест за военные заслуги первого класса. Он считался более редкой и уважаемой наградой, чем предыдущие. Имел такой же вид, как крест за военные заслуги второго класса, только вместо ушка для орденской ленты оснащался вертикальной булавкой или винтовым креплением. Орден изготавливался из цинкового сплава и покрывался слоем серебра. Как и более низшая степень, крест выпускался в двух вариантах – с мечами и без. Для награждения требовалось проявить храбрость или значимые достижения в службе, не связанные с непосредственным столкновением с противником. Вариант без мечей мог вручаться дипломатам, партийным функционерам, особо отличившимся работникам и даже отдельным заводам и фабрикам оборонного комплекса, перевыполнившим производственный план. Орден носился на левом кармане кителя. Если обладатель имел два варианта креста с мечами и без, то носился только с мечами. Всего крестом за военные заслуги первого класса с мечами было награждено 83 603 человека, а без мечей 91 239. Следующей по старшинству наградой был Железный крест первого класса. Как вы могли заметить, ордена семейства крестов за военные заслуги чередуются с орденами Железных крестов в иерархии боевых наград Третьего Рейха. Железный крест первого класса имел такой же вид, как и Железный крест второго класса, только вместо ушка для орденской ленты оснащался вертикальной булавкой или винтовым креплением. Реверс ордена был плоским, поэтому вторая половина рамки была не сквозной. Награда вручалась военнослужащим, которые отличились по крайней мере втрое больше, чем требовалось для награды Железного креста второго класса. Если солдат не был награжден более ранней степенью ордена, оба креста могли вручаться одновременно. Железный крест первого класса был практически вершиной мечтаний для рядового солдата. Всего было произведено чуть менее 300 тысяч награждений. Следующие ордена считались уже очень высокими и престижными наградами. Особое место в иерархии боевых наград занимает почетная пряжка к ленте Железного креста второго класса. Она имела различное оформление для сухопутных войск Вермахта, Люфтваффе и Кригсмарине. Изначально пряжки к Железным крестам были разработаны для ветеранов Первой мировой, которые повторно удостоились таких же наград во Второй мировой. Однако новая почетная пряжка имела другое оформление, расцветку и степень престижности. Обладателем награды мог стать только кавалер обоих классов Железного креста, который совершил героический поступок на поле боя, которого, однако, было недостаточно для представления к немецкому кресту или рыцарскому кресту. Почетная пристежка была учреждена лично Гитлером 1 января 1944 года. Она имела вид позолоченного венка из дубовых листьев, внутри которого размещалась свастика. Пряжка крепилась к ленте Железного креста второго класса 4 припаянными булавками. Всего за время Второй мировой этим знаком отличия было награждено 4556 человек, что свидетельствует о его большой редкости. Следующий в иерархии боевых наград Третьего Рейха стоит орден Немецкого креста, который имел два независимых класса в серебре и золоте. То есть для получения ордена первого класса не обязательно было иметь орден второго класса, в отличие от наград семейства Железных крестов или крестов за военные заслуги. Вообще, немецкий крест был самостоятельным орденом, наличие которого не требовалось для получения более высоких наград.
Однако для награждения им военнослужащий обязан был иметь или железный крест первого класса для варианта в золоте, или крест за военные заслуги первого класса для варианта в серебре. Немецкий крест был учрежден 28 сентября 1941 года для военнослужащих, которые отличились большой храбростью, но их поступка было недостаточно для награждения рыцарским крестом. Орден второго класса в серебре вручался за успехи в командовании без личного участия в боевых действиях, а первого класса в золоте за лично проявленную храбрость перед лицом врага на поле боя. Немецкий крест был громоздким и тяжелым, что сильно мешало танкистам и летчикам во время боя, поэтому была разработана тканевая версия, вышивавшаяся на суконной подложке в форме восьмиугольной звезды. Однако она выглядела настолько уродливо, что солдаты прозвали ее «яичницей Гитлера». Всего во время Второй мировой было произведено около 24 тысяч награждений золотым немецким крестом и 1114 серебряным. Следующим по старшинству орденом после немецкого креста был рыцарский крест Креста за военные заслуги. Награда была учреждена 19 августа 1940 года. Для ее получения необходимо было иметь две предыдущие степени. Орден выпускался в двух вариантах – с мечами и без. Имел такую же форму и внешний вид, как и младшие кресты за военные заслуги. Однако его размер был увеличен, а сам он изготавливался из серебра 800-935 пробы. Рыцарский крест традиционно носился на орденской ленте на шее. Награда была настолько редкой, что ее удостоилось лишь около 250 человек. Особенно желанной она была у представителей нацистской политической верхушки. Чтобы повысить престиж боевой награды, 27 августа 1943 года Гитлер решил ужесточить критерии награждения и запретил выдавать ее политическим деятелям Рейха. Фюрер стал лично утверждать все кандидатуры на получение ордена. Следующим в иерархии боевых наград Третьего Рейха был рыцарский крест Железного Креста. Это один из самых известных и узнаваемых немецких орденов. Его мечтали получить все генералы, результативные танкисты и летчики-асы. Рыцарский крест носился на орденской ленте на шее, из-за чего желание его получить в армейской среде называлось шейной чесоткой или ангиной. Внешне орден был похож на две предыдущие степени, но имел немного большие размеры и обязательно окантовывался серебром. Всего за годы войны рыцарским крестом было награждено 7361 человек, в том числе 43 иностранца. Осмелюсь сопоставить данный орден по степени престижности и почета со звездой Героя Советского Союза в Красной Армии. Для справки, золотую звезду вручали 12 777 раз. Так что рыцарский крест действительно можно было заслужить только потом и кровью. Для его получения необходимо было проявить особую храбрость в бою или выдающиеся успехи в руководстве войсками. Для летчиков требовалось накопить в разные периоды войны от 20 до 40 баллов, которые присваивались в зависимости от типа сбитого самолета. А для танкистов необходимо было подбить 50 вражеских танков. Рыцарский крест Железного Креста был учрежден лично Гитлером 1 сентября 1939 года, то есть как раз в день начала Второй мировой войны. Награждение орденом происходило в очень торжественной обстановке из рук высших командиров или знаменитых героев войны. Обязательным условием получения награды было наличие Железного Креста первого класса. И интересный факт. Многие немецкие военнослужащие, боясь потерять рыцарский крест в полевых условиях, носили вместо него на шее железный крест второго класса, который имел ушко сверху. Следующим в иерархии боевых наград Третьего Рейха был Золотой рыцарский крест Креста за военные заслуги. Инициатором учреждения самой высокой степени ордена семейства крестов за военные заслуги выступил министр вооружений Альберт Шпеер.
13 октября 1944 года это предложение было одобрено Гитлером. Награда имела ту же форму и размеры, что и предыдущая степень, только сверху покрывалась золотом. Вариантов по-прежнему было два – с мечами и без мечей. Информации об этом ордене крайне мало, поскольку за все время был награжден только 21 человек. Золотой рыцарский крест представляет огромную редкость и очень высоко ценится среди коллекционеров. Все последующие ордена в иерархии наград Третьего рейха являются более высокими степенями рыцарского креста Железного креста. В ходе западной кампании 1940 года возникла необходимость введения новой степени для награждения особо отличившихся генералов и солдат. Так, 3 июня были учреждены дубовые листья, которые представляли собой серебряный знак из 3 листков без желудей. Они крепились выше рыцарского креста в месте, где находилась петля для ленты. Для награждения дубовыми листьями военнослужащий обязательно должен был иметь рыцарский крест и после этого совершить героический поступок или проявить выдающиеся успехи в командовании войсками. Первым обладателем награды стал генерал-лейтенант Эдуард Дитль за взятие норвежского Нарвика. Всего дубовыми листьями было награждено 890 человек, в том числе 9 иностранцев. Следующая степень рыцарского креста была учреждена Гитлером 15 июля 1941 года, поскольку после нападения на Советский Союз возникла необходимость дальнейшего поощрения особо отличившихся летчиков и генералов. К ордену, помимо серебряных дубовых листьев, добавлялись скрещенные под углом 40 градусов мечи. Критерии для награждения остались неизменными, но содержали более высокие требования. Первым кавалером рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами стал ас Люфтваффе Адольф Галланд, сбивший к тому моменту 69 вражеских самолетов. Всего за годы войны к награде было представлено 160 человек, включая одного иностранца, главнокомандующего военно-морским флотом Японии Ямамото Исороку. Хозяин Тихого океана был награжден мечами посмертно. Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами был следующей степенью после мечей. Награда официально была учреждена 28 сентября 1941 года, однако первое награждение состоялось уже 16 июля. Первым бриллианты получил ас Люфтваффе Вернер Мёльдерс за 101 победу в воздухе. Знак состоял из тех же дубовых листьев и мечей, но изготавливался лучшими ювелирами вручную из серебра 935 пробы и украшался 45 или 50 бриллиантами общим весом 2,7 карата. Двух полностью одинаковых экземпляров не существовало, каждый был по-своему уникален. Для получения бриллиантов необходимо было иметь предыдущую степень ордена и после этого совершить героический поступок или проявить выдающиеся успехи в командовании войсками. Всего за время Второй мировой войны бриллиантами к рыцарскому кресту было награждено 27 офицеров Рейха, из них 15 генералов, 10 летчиков и 2 подводника. Награждение проходило в очень торжественной обстановке с личным участием Адольфа Гитлера. Высшая степень рыцарского креста была с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Ее учредил Гитлер 29 декабря 1944 года и лично отметил, что награды могут быть удостоены только 12 наиболее отважных и результативных военнослужащих. Кавалером ордена мог стать обладатель предыдущей степени, который после этого проявил особый героизм на поле боя или выдающиеся успехи в командовании войсками. За все время рыцарским крестом с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами был награжден только один человек – Ханс Ульрих Рудель, добившийся впечатляющей результативности на пикирующем бомбардировщике, а затем штурмовике Ю-87. Несмотря на свой высокий статус, рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами все равно не был высшей наградой Третьего рейха.
Еще 1 сентября 1939 года Гитлером был возрожден прусский орден Большой Крест Железного Креста, который предполагалось вручать не за личную храбрость на поле боя, а исключительно за принятие выдающихся стратегических решений, приведших к победе в войне. По форме орден не отличался от рыцарского креста, но был примерно в 2 раза больше и обрамлялся серебром. Носился на шее на широкой ленте стандартных цветов. Единственным кавалером Большого Креста Железного Креста во время Второй мировой войны стал главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг. Он был награжден орденом 19 июля 1940 года, одновременно с присвоением ему звания рейхсмаршала Великогерманского рейха за особо успешные действия авиации во французской кампании. Оригинал Большого Креста Железного Креста был уничтожен в Берлинском доме Геринга во время воздушного налета союзной авиации, поэтому сохранилась лишь копия, надетая на рейхсмаршала во время сдачи плен. Вот так выглядела иерархия боевых наград Третьего рейха.